Всем привет, друзья! Вы на канале Советы для дома. В этом видео я хочу вам показать, для чего можно применить уголь и лимон в быту. Использовать эти два ингредиента мы сегодня будем как вместе, так и по отдельности, а как именно, сейчас покажу. Итак, первое, с чего следует начать, это подготовить рабочую область. Я кладу доску, на нее кладу бумажный пакет и еще оторву кусочек пищевой пленки. Уголь, который мы будем использовать, необходимо измельчить в порошок, и для того, чтобы не запачкать все вокруг, поверхность нужно застелить, а сам уголь лучше всего замотать в пищевую пленку. Я буду измельчать уголь деревянным кухонным молотком. Пленка рвется, молоточек пачкается, но не страшно, уголь все равно меньше разлетается, а молоточек легко отмыть. Что касается угля, или берите тот, что продают в магазине для распаливания костра, или если вы были на шашлыках, достаньте из костра уголь до того, как он превратится в пепел, или можете купить таблетки активированного угля в аптеке, они тоже подойдут. Вот такое количество измельченного угля получилось. Пару столовых ложек отсыплю в отдельную емкость, он пригодится немного позже. В оставшийся уголь добавляю чуть-чуть теплой воды. Теперь хорошо нужно перемешать, чтобы получилась кашица. Ну а теперь самое интересное, для чего же подойдет такое средство. А оно отлично подходит для очистки кастрюль. Вот такие две алюминиевые кастрюльки есть у меня. Они довольно старенькие, но снаружи, как видите, они чистые. А вот если посмотреть на ручки, то легко заметить, что в труднодоступных местах накопился жир. Просто так губкой или щеткой его не отмыть, а вот составом, который я вам сейчас покажу, очень даже запросто. Берите пасту из угля и облепляйте ей все грязные участки на кастрюле. В моем случае это ручки. Но если у кастрюли грязное дно или грязные стенки снаружи, значит обмазывайте пастой дно и стенки. Кастрюли сразу кладу в кастрюлю большего размера, потому что дальше их нужно будет прокипятить. Обмазанные угольной пастой кастрюли оставляю на 10 минут. Теперь нужно залить кастрюли водой. Уровень воды должен быть чуть выше, чем загрязнение. Я наливаю максимально горячую воду, которая течет у меня из-под крана, для того, чтобы данный раствор быстрее закипел. Ставьте кастрюли на газ, доводите до кипения и на небольшом огне варите 30 минут. Если у вас кастрюли сильно грязные, тогда время варки нужно увеличить. И периодически добавляйте воду, потому что она будет выкипать. Прошло полчаса, я вернулась к кастрюлькам. Посмотрите, как хорошо размягчился весь жир и грязь. Теперь это легко можно очистить. Возьмите лимон и разрежьте его пополам. Нам понадобится одна половинка. Не обязательно брать хороший лимон, подойдет и немного подгнивший, который завалялся в холодильнике. Теперь возьмите половинку лимона и выдавите из нее лимонный сок в тот угольный порошок, что мы оставляли. Косточки нам не нужны, поэтому их убираю. А вот уголь с лимонным соком перемешиваю. Достаю кастрюлю из раствора. Остывает она очень быстро, поэтому сразу приступаю к очистке, поскольку горячую кастрюлю чистить легче. Зубной щеткой беру небольшое количество смеси и приступаю к очистке. У меня грязные ручки, поэтому лучше использовать зубную щетку. А если вы будете чистить этим способом дно и стенки, тогда воспользуйтесь влажной губкой. Давайте немного сполосну водой. Смотрите, как хорошо вся грязь отмылась, и главное быстро. Все эти соединения, ручки достаточно сложно чистить, а вот саму кастрюлю вы за несколько минут отмоете до блеска.
Там, где жир сильно забился и зубная щетка не достает, можно использовать зубочистку. С ее помощью вы быстро дочистите сложные участки, и кастрюлька будет идеальная. Обращаю ваше внимание, что этот метод очистки хорошо подходит для алюминиевых кастрюль, для кастрюль из нержавейки, но может оставить налет на эмалированных поверхностях. Поэтому чистить эмалированные кастрюли этим способом нежелательно. После очистки кастрюли нужно хорошо промыть под проточной водой с добавлением средства для мытья посуды, чтобы убрать остатки угля. Если вы заметили, что кастрюли после чистки потемнели, у меня та часть кастрюли, что была в растворе, была темнее, то во время мытья возьмите половинку лимона, из которой выдавливали сок, и потрите ей кастрюли. Пара минут, и кастрюли снова будут блестящие. Смотрите, какой отличный результат. Ручки на кастрюлях идеально чистые. Вот такие жирные желтые ручки были. И вот так они выглядят теперь. Так что, друзья, воспользуйтесь данным советом, если хотите отмыть кастрюли и привести их в нормальное состояние. Надеюсь, совет вам понравился. Ставьте лайк под видео и подписывайтесь на мой канал, а в комментариях делитесь, какие способы вы используете, чтобы очистить кастрюли. Всем спасибо за просмотр, до встречи в других видео.